Благодаря Брэму Стокеру вампиры стали известны всему миру. А что же было у нас? Верили ли славяне в вампиров? Наши предки верили в упырей. Упырем считался человек, который умер не своей смертью, или же отверженный церковью. Чаще всего им являлся бывший самоубийца, колдун, пьяница или проклятый. Такие мертвецы встают ночью из могил и начинают бродить по земле в поисках пищи. Они могут нападать на животных, но предпочитают людскую плоть и кровь. Упыри выпивают кровь своей жертвы и съедают труп. Если же они ограничиваются только кровью, то их жертва вскоре восстанет и станет такой же, как они. К слову, вампир, оживший мертвец, питающийся кровью, персонаж именно славянской мифологии. В европейские сказания он перекочевал уже несколько позже. В старорусском антиязыческом тексте слова святого Григория, который датируется XI-XII веком, упоминается, что русы приносили жертвы вампирам, как темным богам. Истинность фактов, изложенных в этом религиозном писании, весьма спорна. Но сам прецедент упоминания свидетельствует о существовании этой нежити в старорусской культуре. У славян не возникало вопроса, существуют ли вампиры. Поэтому их культура была нацелена на определенные ритуальные действия, которые необходимо было выполнить по отношению к вампиру. Когда умершего человека подозревали в вампиризме, в ход шли специальные предпогребальные ритуалы. Одним из самых распространенных действий считалось помещение в гроб разнообразных вещей, способных остановить вампира. Часто применялись религиозные распятия и рябина. Согласно легендам, счет привлекал упырей. С этой целью иногда посыпали свежую могилу или внутри могилы маком и просом, а также дорогу, которая вела к кладбищу. Бывали случаи, когда умершего протыкали колом или колючими шипами. Как правило, кол изготавливали из дерева, боярышник, дуб или осина, а иногда из железа. В Сербии, недалеко от Белграда, с 1727 по 1732 год прокатилась настоящая волна эпидемии, связанная с массовым уничтожением вампиров. Один из случаев рассказывает о загадочной смерти человека по имени Петр Плайговец. В течение нескольких ночей после погребения умерший появлялся у себя дома. Родные утверждали, что четко видели его. К тому же, перед некоторыми знакомыми Петр представал во сне. Всего лишь через неделю после похорон умерли загадочной смертью целых 9 человек. Люди потребовали, чтобы в это вмешался командующий армией. В ходе расследования ему пришлось вскрыть могилу Петра. То, что там увидели, ошарашило всех людей. Тело усопшего было без каких-либо признаков разложения и гниения. Был нормальный розовый цвет лица, глаза трупа были открыты, а вокруг рта была свежая кровь. Так же заметно, как из-под старой кожи, просматривалась новая. Глядя на него, возникало ощущение, что он прослезился, так как глаза его были влажными. Ногти и волосы заметно отросли. Опасения людей подтвердились, и появилось заключение о том, что это и правда вампир. Поэтому в срочном порядке люди взяли кол и проткнули тело умершего в районе сердца. Затем его сожгли. В Советском Союзе в начале 80-х годов большую общественную огласку получила история вампира Николая Джумгалиева. Николаю мать с детства внушала, что он особенный, из рода Чингисхана. Джумгалиев совершил 7 убийств, ел мясо и пил кровь молодых девушек. В 1980 году в институте имени Сербского его признали невменяемым. Сам Джумгалиев говорил: «Распущенных я не переваривал. Когда однажды попробовал кровь женщины, которая выпила вина, мне стало плохо. Я предпочитал настоящих русских красавиц. Такие теперь есть только на севере». Средневековые источники повествуют о существовании даже целых династий или родов, которые пьют человеческую кровь. Так, в хронике, датированной 889 годом, о венграх пишется, что они пьют кровь и едят сердца своих пленников. А Брэм Стокер, написавший знаменитого Дракулу, позаимствовал свой сюжет у реального прототипа – румынского господаря Влада III. Происхождением он был из известного вампирического рода Басараба Великого. Граф был немыслимо жесток как к своим врагам, так и к своим подданным. Он пил кровь врагов, варил их заживо и подданных принуждал к питью их кровью и людоедству. В древних сказаниях правда причудливо переплелась с реальностью. А могли ли существовать вампиры на самом деле? Как ни странно, я дам положительный ответ. Это больные люди, которые имеют врожденные дефекты в генах. В
Всякий живой организм насыщен пигментами, так называемыми порфиринами. Они входят, например, в состав хлорофилла, придающего листьям зеленый цвет, а гемоглобину красный. Если в генетической программе был сбой, то естественный обмен порфиринов нарушается. Они скапливаются и под действием солнечного света становятся катализаторами, превращающими обычный кислород в синглентный. Его молекулы разрушают клетки, и в итоге пораженные ткани могут изуродовать тело до неузнаваемости, исказить до безобразия черты лица. Отсюда, естественно, следует, что страдающие вампиризмом переходили к ночному образу жизни, а биохимическое равновесие приводили свой организм путем потребления огромного количества гемоглобина, который содержится в крови. У больных появлялся сбой в работе эндокринных органов, и люди постепенно обрастали густыми волосами, похожими на шерсть животных. Происходили изменения в роговых тканях на пальцах рук и ног, где вырастали длинные скрюченные ногти. Замечено, что у подобных людей, страдающих данным заболеванием в крови, бледный цвет кожи. У них прямые брови и маленькие, заостренные, прижатые к голове уши, совсем как у животных. Уменьшить страдания такого больного можно лишь с помощью полноценного гемоглобина. Но где же было его взять в средние века? Только непосредственно из крови. В современном мире все виды порфирии успешно поддаются лечению, и, естественно, больные данным заболеванием совершенно не представляют никакой угрозы окружающим. Помимо порфирии, причиной вампиризма могли становиться и психические отклонения. Современные психологи выделяют расстройство, называемое в честь помощника стокеровского Дракулы, синдромом Ренфилда или клиническим вампиризмом. При этом заболевании больной одержим жаждой питья крови людей или животных. Что характерно, у большинства задержанных вампиров не было обнаружено никаких заболеваний крови.